Я всех приветствую в нашем таком замечательном пространстве фестиваля «ВЕСНА ИНСАЙТ». И сегодня наш второй день начнется с такого традиционного индийского классического йога-класса. И его будет проводить Шаилендра Сингх, это основатель ведик-йога-центра в Ришикеше. И это замечательное, очень красивое место, одно из самых красивых в Индии, на берегу Ганги, предгорье Гималаев. И само это место, это такое место притяжения йогов всего мира. И Шаилендра же, он получил классическое образование в центре Шивананда Сарасвати, и много лет он уже занимается преподаванием, и в его центр приезжают и живут, и обучаются многие люди и группы из России, Украины, Казахстана. И так что даже Шаилендра же уже частично свои занятия на русском проводит языке. И я немножко хотел бы еще на такой детали остановиться, что йога стала очень популярной во всем мире, и у нас это очень хорошо. Это очень эффективные, простые и очень эффективные упражнения. Это наука такая древняя, выверенные все эти знания, которые тысячелетия передавались. Они, слава Богу, сохранились. И за последние, я сам уже больше 40 лет занимаюсь йогой, и я очень рад, что на Западе и у нас сложились такие, появилось очень много замечательных преподавателей, мастеров йоги, которые глубоко, правильно преподают эту науку, исходя из своих опытов, из своих открытий. Но, тем не менее, мне также очень нравится индийский стиль преподнесения йоги. Он отличается. Он отличается не столько по форме, потому что по форме также есть объяснение, некоторая теоретическая часть и сами асаны, упражнения, дыхательные практики, крия. Но в самой подаче мы, люди такого западного склада, хорошие исследователи, и очень много деталей отмечаем, замечаем, очень много осознанности включается. Это хорошо. Это очень хорошее качество, которое у нас есть. Но в Индии сохранилось еще другое качество, которое в древние времена было основным способом передачи. Через некоторые такую сердечность и доверие. Доверие к тому, кто с тобой делится этой информацией, делится знаниями, делится своим опытом. И в такой атмосфере Шаилендра получал эти знания в этой индийской атмосфере. И эта атмосфера замечательного доверия, через которого некоторые аспекты, какие-то глубинные аспекты йоги передаются, которые за пределами понимания. Просто как такой некоторый, как будто бы родственный обмен происходит, как будто бы какие-то старшие родные твои, близкие тебе люди хотят сделать для тебя лучше и делятся самым лучшим, что они для себя открыли. И в этом желании поделиться чем-то очень сокровенным и тем, что очень помогает, там присутствует иногда даже больше какой-то поддержки, помощи, которая и знаний, которые тебе начинают открываться через уже саму практику. И я приглашаю Шаилендру, и Шаилендру, you are welcome. Yes. Making easier to do.
My поклон, my namaste from me to you. Слышно вас? Слышно? Да? In this time, it's very important how we are going to managing this time that we have now. You know, it's very important that the time we are living it now, in this time, how to manage this time, because we have two choices, right? We can live in this moment with grindly. У нас есть два выбора, как жить в этот момент. Мы можем жить либо happily or grindly. Мы можем жить либо в страдании, либо в счастье в этот момент. Is up to you. И на самом деле это вам решать. Because if you want to pass this moment happily, it's you have the choice, you know. Потому что если вы хотите пройти этот момент счастливо, то у вас есть выбор. Or you can make this moment miserable. Oh, you know, because of this, because of many reasons, I'm not comfortable. You know? Или вы можете сделать этот момент унизительным, ничтожным, и объясняя себе, что вот из-за этого я себя чувствую так некомфортно. Or you can see that this moment is a possibility for you to learn from it and to uplift from this, you know. Или вы можете увидеть, что этот момент является возможностью для вас, чтобы чему-то научиться и продвинуться. And so once you see this time is this time is a time for us to taking care of ourselves and to maintaining our health and giving time for our internal development, you know. Таким образом, это время можно посвятить тому, чтобы позаботиться о себе, позаботиться о своем здоровье и уделить время нашему внутреннему развитию. Your health is physical, mental, and spiritual. Ваше здоровье является духовным, физическим и ментальным. Because the spiritual is the source of life. Духовное это является источником жизни. Without that source, you won't be able to manage, you know, to find the balance of your mind-body. Без этого источника вы не будете способны найти баланс своего тела и ума. So the yoga practice is show us the way how to find our total well-being, to connect our mind, body, breath, energy, and it's connect to its source, you know. И йога — это практика, которая позволяет нам найти путь, как соединить наше тело, ум, энергию психическую, и все это вместе соединить с источником. Because this body is it said that it is the residence of Devale, you know, the divinity is living within this body. You know? Про это тело иногда говорят, что оно является вместилищем Дивали, что Дивали живет внутри него. But if this body and mind is the first step to have to learn to clean and to manage, you know. И это тело и ум — это первый шаг, которыми чем мы должны научиться управлять. But many people do the exercises every day. Многие люди делают какие-то упражнения каждый день. But you have to understand, you're doing the exercising, which is good, but you have to exercising your mind also. Но это очень хорошо, вы должны понять, что это очень хорошо, что вы делаете эти упражнения, но также вы должны упражнять и свой ум. Because exercising the mind means is you learn to bring in your mind
bringing your mind from your, from the thoughts and past and future to the present. Поскольку тренировка ума позволяет переносить свой ум от болтовни и от борьбы к настоящему моменту. Because connecting to the present, it's simply it's just part of the yogic methods that yogic practice. It's all about this, to how to bring you to this moment, how to connect you with the life, because this moment is a life, connecting you with the life. И на самом деле это основная задача и цель йоги — привнести вас в этот момент, соединить вас с этим моментом, с настоящим, поскольку это и есть соединение с жизнью, потому что жизнь — это и есть настоящий момент. Because as much you're connecting to the life and you're experiencing the life, that much you are eliminating, transforming the negative energy and the tamasic and rajasic energy, from your mind. И в той степени, в которой вы не соединены с этой жизнью, с настоящим моментом, в той степени вы тогда будете передавать негативную энергию, которая будет генерироваться там в уме, в тамастические энергии. So, and for this, it's the first thing that traditionally yoga shows us different methods and different paths. In our Himalayan tradition, there are different paths, different types of practices that we can use in order to maintain the balance connection between mind, body and soul. И йога-практики показывают нам различные пути, в том числе различные направления йоги, различные пути, как поддерживать этот баланс между телом, умом и душой. In Himalayan tradition, there are some practices. There are specific practices, what we call kriyas, which are helping to finding a balance in our system. Например, в гималайской традиции есть такие практики, которые называются крии, и они помогают как раз найти этот баланс в нашей системе. For example, we can and these techniques are basically if we make it a regular as a part of our life, they are very helpful to balancing and uplifting and boosting your immune system. И в частности, эти техники, если вы их регулярно используете, они очень эффективны в том, чтобы балансировать и усиливать вашу иммунную систему. Your immune system, respiratory system, your circulatory system, so. Вашу иммунную систему, ваши циркуляционные, все системы вашего организма. But they will only work for you when you are doing them mindfully. Но они сработают для вас лишь в том случае, если вы делаете их осознанно. Because I have seen many years, last 15 years that I am watching, giving many training and programs. So what I have seen, the people want to learn the physical part of the technique, but the people are not paying attention to bringing their awareness in the practice. Вот я из своей 15-летней уже практики могу сказать, что многие люди сконцентрированы на том, чтобы выучить физическую сторону упражнений, но они не уделяют внимания и осознанность на этой практике, внутреннюю осознанность. They think, the practice will be like a tablet, we just take it and it will start working. Они считают, что практика — это словно подобно таблетке, которую можно принять, и она начнет работать. It's very important here to, whenever you're practicing the kriyas and or the kriya or any other yogic practices, you have to maintain the quality of awareness.
Но на самом деле очень важно, когда вы практикуете крии или другие ведические практики, сохранять качество внимания, качественное внимание. Because for this you have to build up to maintaining your focus, to maintaining the quality of awareness, you have to develop your quality of your willpower. Но для того, чтобы быть способным поддерживать это качество внимания, вам нужно развить такое качество, как сила воли. So how to build the willpower? Каким образом построить силу воли? It's the first step. This is we call the sankalpa shakti. How to build the determination power is the sankalpa shakti. It's first thing is that you have to just breathe in simply and slowly in. Мы называем этот момент, что первое, что нужно сделать, это построить, утвердиться в санкальпа шакти. Для этого нужно. You just have to keep your back straight. Нужно держать спину ровно. Ровно, and just breathing slowly in. И медленно вдыхать. And completely pull your breath up to your third eye. И полностью поднять свой вдох до третьего глаза. And hold your breath to your third eye for a few seconds. И несколько секунд удерживать свое дыхание в районе третьего глаза. And as long you're holding the breath, you focus to your third eye and repeat it mentally that I will remain aware, awake. I will remain focused, and awake during the practice. И удерживая внимание во время задержки дыхания на третьем глазе, вы повторяете про себя, что я буду удерживать фокус и осознанность во время этой практики. And as long you have this kumbhaka, you are holding the breath, you should repeat it mentally. And when you are not able to hold it, slowly exhale out through your nose. И таким образом вы повторяете это до тех пор, пока вы способны удерживать дыхание. Когда уже нет сил это делать, вы медленно выдыхаете через нос. And then again you have to breathe in. So again you have to breathe in slowly and deep breathing up. Затем снова вы должны вдыхать медленно и глубоко, поднимая дыхание вверх. Holding your breath. Задержка дыхания. Stay with your third eye. Оставайтесь со своим третьим глазом. And repeat it this mentally. И про себя повторяйте. And when you're not able to hold, slowly, gently exhale out. И когда уже не получается удерживать, медленно и плавно выдыхайте. Again, last round, deep inhale. И последний круг, глубокий вдох и задержка. Hold the deep inhale and hold it. Глубокий вдох, задержка и фокусировка на третьем глазе. In your third eye, in between the eyebrow, Это focus. центр межбровья, там фокус удерживаем. And repeat it mentally, that sankalpa. И про себя повторяем эту санкальпу. And slowly exhale. И медленно выдыхайте. So like this, if you repeat it 3 times before your practices, that will be very helpful to develop the deeper awareness within your body, because when you are holding the kumbhaka, it helps in this moment your whole body is more aware, and that's a perfect timing to plant a positive seed, the conscious aware, seed within you about the practice. И если вы будете таким образом делать 3 таких вдоха с удержанием внимания и произнесением санкальпы, то это поможет вашему телу и вам лучше фокусироваться на практике и быть более осознанным во время практики, и таким образом получать лучшие результаты. Only the women who are in a pregnancy,
or people who have the very chronic heart problem, they should do very short kumbhaka, like just inhale and completely inhale and then slowly exhale. They should not hold. И важный момент, вот эта кумбака или задержка дыхания, и для беременных женщин или людей, у которых есть проблемы с сердцем, им не нужно делать долгую задержку, задержка должна быть очень короткая. То есть медленный вдох, практически небольшая задержка и медленный выдох. Just deep inhale, stay Глубокий there, вдох, completely inhale, and then slowly exhaling. Just inhale. When you completely inhale, you repeat it and you exhaling out. полный вдох. Когда вы полный вдох сделали, вы повторяете эту санкальпу один раз и выдыхаете. You just have to chant, you just have to repeat it one time and then exhale. Да, только один раз вам нужно повторить ее и потом выдыхаете. All right. So this is the sankalpa practice that we should build, and in this way you are planting a seed to your subconscious and unconscious mind, and your every cells of your body, your energy body, your mental body, your physical body is more aware. They are more close, more together, and this is a perfect timing to planting a deeper awareness that will be definitely helpful for us to develop deeper dharana, deeper focus towards our practice. И вот этот момент, это санкальпа, это очень хороший момент, чтобы разместить семена осознанности в бессознательной области, поскольку в этот момент наша физическая, ментальная и духовная составляющая тела, они максимально сближаются, и в этот момент идеально посеять семена осознанности, чтобы потом они помогали. И цветы расцветали. Next practice, it's a practicing of the nadi shuddhi, a purification of nadi shuddhi kriya. Следующая практика — это чистка нари шудхи крии. Yes, but as I said before, in pregnancy and in the very chronic heart problem, they should not use kumbhaka in all the practices. Как я уже сказал, в случае беременности и серьезных хронических проблем с сердцем не надо использовать кумбаку или задержку дыхания во всех практиках. Okay. So with your right hand, you close your right nose and keep it your back straight. Итак, правой рукой закрываем правую ноздрю, спину держим ровно. And left hand in your chinna mudra, like with the index finger touching the thumb. А на левой руке мудра, которая, значит, кончики указательного и больших пальцев соприкасаются. Inhale. Вдох. Inhale. Stretch. Распрямляем левую руку. Inhale, hold. Вдох, 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 задержка. And slowly exhale with same nostril. И медленный выдох через ту же ноздрю. Now you try other side. Теперь попробуйте с другой стороны. Inhale, hold. Вдох, вдох, задержка. And when you are holding it, you stay aware in the entrance of your right nostril. И во время задержки удерживайте внимание на центре правой ноздри. Be aware of the entrance of the nostril and to the spine. Осознавайте начало ноздри, а также спину. And slowly breathing out, very passive exhalation. И затем медленный выдох, очень пассивный выдох. As you exhale, you bring your hands down. На выдохе вы руку опускаете вниз. Then you try other side. Затем попробуйте другую сторону. Inhale. Вдох. And slowly exhale. И медленно выдыхайте. Your movement of the hand along the breath.
Рука движется вместе с выдохом. Then try other side. И попробуйте еще другую сторону. Inhale. Вдох. And exhale. И выдох. So this is you just now we will change the finger. Теперь мы поменяем палец. So now last two finger is touching the thumb. Last two finger. Теперь кончики последних двух пальцев, мизинца и безымянного, касаются большого пальца. And as you inhale, you lift up the your left hand up. И на вдохе вы поднимаете вверх левую руку. Inhale and stretch. Вдох и распрямление. Hold it. Задержка. And slowly exhale. И медленно выдыхайте. Now try other side. Теперь попробуйте другую сторону. Deep inhale. Глубокий вдох. Hold it. Задержка. And exhale. И выдох. Now you're doing with now you're inhaling with the both nostril. А теперь вдыхайте обеими ноздрями. Your both hands, last two finger touching the thumb. И на обеих руках мизинец и безымянный палец касаются большого пальца. So inhale. Вдох. Stretching your arms up. Вытягивайте руки вверх. Inhale, inhale, inhale. Make sure your spine is stretching, your arms is stretching. Вдох, вдох, вдох. Убедитесь, что спина распрямляется, руки распрямлены. Holding your breath. Задержка дыхания. Be aware of the spine and the entrance of the nostril. Осознанность на спине и на ноздрях. Make sure you're stretching your spine and your arms maximum. Убедитесь, что вы по максимуму распрямляете спину и руки. And exhale, slowly bringing your hands down. И медленный выдох, опуская руки. So like this, you have to continue the 5 rounds. И таким образом нужно сделать 5 раундов. Continue. Продолжайте. Deep inhale, lifting up the arms. Глубокий вдох, поднимая руки. Closing your eyes. Закрываем глаза. And just bringing the focus. Переносим фокус. Learning to see your body. Learning to just see what's happening. Учимся видеть свое тело, видеть, что происходит. Slowly exhale down. Медленный выдох. And lifting up, inhale. Поднимая руки, вдох. And slowly exhale. Медленно выдыхайте. Inhale. Вдох. And slowly exhale.
И медленно выдыхаем. Inhale. Вдох. And slowly exhale. И медленный выдох. Now last time, inhale deep one more time. И еще один раз глубокий вдох. And exhale. И выдох. Now just stay with the closed eyes and breathing slow. А теперь просто побудьте с закрытыми глазами и медленно дыша. And just be aware of your back, chest, face, all over the body. Feel the vibrations and heat within you. И просто осознавайте свою спину, грудь, лицо, все тело, ощущайте вибрации и тепло внутри себя. Just witness all of these experiences within you. Просто будьте свидетелями всех этих переживаний внутри себя. You are the one who seeing all of these experiences. Вы тот, кто видит все эти опыты. Do not identify with this. Не идентифицируйте себя с ними. You are just experiencing and seeing it, whatever happening after the practice. Вы просто испытываете и наблюдаете за тем, что происходит после практики. Okay, slowly open your eyes. Хорошо, медленно откройте глаза. Next one practice, Следующая практика. it's for our Manipura center. Это для центра Манипура. For this, you have to sit down in Vajrasana, in knee bending position. Для этого нужно сидеть в баджра-асану. Yeah, Vajrasana, knee bending position. Это коленопреклонная позиция. Yes. So, remember, before we start this practice, in pregnancy or in cardiac condition, you should not practice in this posture. Помните, что перед тем, как начнем, если у вас есть беременность или какие-то кардиологические проблемы, не нужно эту позу практиковать. Or the people, those who have the chronic ulcer, or chronic ulcer, ulcer, the intestinal, problems. Если есть какие-то проблемы с пищеварительной системой, хронический запор, да, какие-то проблемы, то тоже не нужно. So you just make the fist with your hand. Так, руки в кулаки, большие пальцы зажаты. And your fist beside of your navel. И поместите их по сторонам живота, пупка. Yes, and you bending forward. И наклоняемся вперед. And as you bending forward, you have to breathe out from your belly. И наклоняясь вперед, вы должны выдохнуть из живота весь воздух. And you just see that your face is going within the belly. И вы должны видеть, как ваше лицо, ваши кулаки погружаются внутрь живота. Breath out completely. Выдыхайте полностью. Your head close to the ground. Голова близко к земле. If you found it difficult for you, so you can keep under your head some pillow. Если вам это трудно, можете поставить какой-то предмет, подставку под голову. And just keep your focus to your belly. И удерживайте фокус на животе. And stay here, meditate to your belly
And if you find harder to manage your breath, just slow, gentle breathing through upper part of the chest. Итак, оставайтесь. Если вам трудно управлять дыханием через живот, то можно короткое дыхание через другую часть грудной клетки, через верхнюю часть. Да, from the upper part of the chest. Через верхней части грудной клетки дыхание. Gentle, slow. Небольшие, медленные. You have to count here 11 breathing. И здесь нужно насчитать 11 вдохов. Inhale, exhale, count as 1. Вдох и выдох считается за 1. Now inhale and Сейчас keep your вдох. palms flat to your belly. И положите руки, ладони на живот, закройте глаза. Meditation to your belly and breathing slow. Meditation to your belly, awareness to your belly and breathing slow. Внимание все на животе и медленное дыхание. Шаилендра, could you please move a little back from the camera so we could see you, your whole body? All right. Because now your head is a bit cut. Now it's better? Yeah, now it's better, but we can't see your legs now. Oh, okay. Maybe you could move the camera back. Give me just a moment. So that people can see me. Yes, it's okay. Now again the head is cut. So All right. You cannot see everything. So now it's just maybe you can just go to the legs. yeah, now it's good. But if you could move camera back, or you could move back yourself, so that the So maybe I just move back. yes, you could move back, so we could see you. Yeah, now it's perfect. Now it's perfect. Yes. All right. Okay, thank you. So Slishna Vanda, Slishna. Yes, we can hear you well. Okay. Now you just keep the hand to your belly and breathing slow. Итак, сейчас положите руки на живот и дышите медленно. Just breathe slow and deep. Дышите And медленно и bring your глубоко. dharana, bring your dhyana, your focus to your belly. И перенесите вашу дхану, ваш фокус внимания на ваш живот. Because your focus is the channel of your Shakti, channel of your energy. Поскольку ваш живот является каналом вашей шакти, вашей энергии. Like 7 breathing, you have to stay here. 7 slow abdomen breathing here. You have to meditate to your belly right after this practice. И так нужно помедитировать, ощущать движение своего живота на протяжении 7 медленных вдохов и выдохов.
Okay, gently open your eyes. Плавно откройте глаза. I want to share with you something that about in our day-to-day life, you know, we have to develop our focus to our navel every day. Я хочу с вами поделиться важной вещью. Мы должны ежедневно уделять фокус внимания, помещать фокус внимания на наш пупок. Navel is the center of Agni. In a Sanskrit word Agni, it means fire. Как по-русски огонь. Same. Yes. В санскрите центр пупка — это центр Агни. По-русски это в переводе означает огонь. So this Agni should be strong. Эта Агни должна быть очень сильной. But here Agni, it does not mean only the digestive power. Но здесь Агни означает не только пищеварительная сила. Not only this. Не только это. Agni is the all aspect of your life. На самом деле Агни — это все аспекты вашей жизни. Physical, mental, energetical, emotional. Физический, ментальный, энергетический, эмоциональный. And first step in the Himalayan tradition to your basis of your spiritual journey is to awakening the inner fire. И первый шаг в гималайской традиции на вашем внутреннем путешествии духовном — это пробуждение внутреннего огня. This inner light, inner awareness. Внутреннего света, внутренняя осознанность. And to developing this, you have to work with your navel center. И чтобы развить это, вы должны работать с центром пупка. When we was in the womb of the mother. Когда мы рождались, даже когда мы были в утробе матери. When we was within the womb, in the belly of the mom, within the womb. So the first thing, when the body developed, the connection between mother and the baby is the navel center. И первое, что развивается, когда ребенок появляется, это соединенность между матерью и ребенком, и это пупочный центр. And if anything happening to your life, any tension, any jerk, so the first thing you have the shock to your navel, И если что-то происходит в вашей жизни, какой-то шок, что-то еще, то первое, что происходит, это напряжение в вашем пупке. Because navel is the center of the center of life, center of Shakti. Поскольку пупок является центром жизни, центром. So we have to do this every day in the morning. This practice, this kriya. So that's definitely very helpful to maintaining your energy system. И поэтому мы должны делать эту крию, эту практику каждый день, каждое утро, потому что она поможет поддерживать вашу энергетическую систему. Now you will sit down in cross-leg position. Сейчас, пожалуйста, усаживайтесь с перекрещенными ногами. Next one, we are developing the dharana to the anahat center. И следующее мы будем развивать дхарну в центре анахата, в сердечном центре. There are many steps of the anahata kriyas. Есть много шагов в анахата криях. The first step is that you just have to breathe in, and you have to expand your chest, open your finger wider beside of your shoulder, and hold your breath and meditate to your heart center. Первый шаг — это вы сводите руки перед лицом, перед грудью, затем на вдохе их разводите, максимально раскрывая грудную клетку, задержка дыхания и медитируйте на сердечный центр. Open maximum, stretch your finger wider. По максимуму раскрывайте грудную клетку и растопыриваете как можно шире пальцы. Hold your breath. Задерживайте дыхание.
Meditate to your heart center, bottom of your chest. Медитируйте на сердечном центре. Это нижняя часть грудной клетки. When you're not able to hold it, Когда у вас уже не получается удерживать дыхание, exhaling through your mouth slowly and bringing your palms together. медленно выдыхайте через рот, медленно сводя вместе руки, ладони. Then inhaling again, Затем снова вдох, expand your chest, расширяйте грудную клетку. hold it, meditate. Задержка. Задержка, медитация. And slowly exhale through your mouth. И медленный выдох через рот. So like this you have to practice minimum 3 rounds. Таким образом, нужно сделать как минимум 3 круга. And anyone can practice this, but all the people can do it this. Все люди могут делать это. So inhale again, expand your chest, open your finger wider, hold it your breath. Еще раз разводим руки на вдохе, раскрываем грудную клетку, как можно шире растопыриваем пальцы и задерживаем дыхание. When you're not able to hold it, gently and slowly exhale out through your mouth. Когда уже нет возможности удерживать дыхание, медленно и плавно выдыхаем через рот. Now, the next variation of it. Так, следующий Next шаг. variation of anahata. Следующая вариация. You have to exhale first Сначала нужно выдохнуть and hold your breath. и задержать дыхание. And as long you hold your breath, you open your chest and palms together. As long you have kumbhaka, you opening the chest and you closing the chest. И во время задержки дыхания вы раскрываете и закрываете грудную клетку. Раскрываете и закрываете. When you're not able to hold, deep inhale. Когда уже нет возможности удерживать дыхание, And делайте вдох. Keep your arm beside of your shoulder, hold your breath in. Делайте вдох, руки расставлены, пальцы растопырены и задержка дыхания на вдохе. Meditate to your heart center. Медитируйте на сердечный центр. And slowly exhale through your mouth. И медленный выдох через рот. Then slowly breathing in and out through your nose. Теперь медленный выдох, вдохи и выдохи через нос. And again, breathe out through your nose, exhale, hold, and continue 2 more rounds. И снова выдох через нос, задержка. И 2 раунда делаем еще раз. Inhale, Вдох, hold it, задержка. meditate to your heart. Медитируйте на сердечный центр. Exhale through your mouth. И выдох через рот.
One more round. Exhale. Еще один круг. Вдох, выдох. Hold and Задержка на выдохе. open your chest and close your chest. И открытие и закрытие грудной клетки. Inhale deep. Глубокий вдох. Slowly exhale through your mouth. Медленный выдох через рот. Now keep your both hands, your right hand on the bottom of your chest and your left hand on your right. И теперь обе руки на сердце, правая рука в нижней части грудной клетки, а левая рука на правой. Just meditate to your heart center. Просто помедитируйте на свой сердечный центр. Feel the vibration, heartbeat, breath. Почувствуйте вибрацию, сердцебиение и дыхание. Now, you slowly breathing in through your, now with your left hand, keep your right hand on your chest and with your left hand close your right nose and inhale through your left. Теперь, удерживая правую руку на сердце, левой рукой закройте правую ноздрю и вдыхайте через левую. Completely inhale. Полный вдох. Close your nose. Через And нос. exhaling through your mouth. И выдох через рот. Meditation to your heart center. Медитируя на сердечном центре. Again, inhale through your left. Еще раз вдох через левую ноздрю. Complete. Your chest. Hold. Close your both nose and one more round. Задержка, затем закрываем обе ноздри и выдох через рот. И еще один круг. Вдыхаем через левую ноздрю. Inhale. Вдох. Hold. Задержка. And exhale. И выдох через рот. Now again, bringing your left hand on your right and stay focused to your heart center. И снова перенесите левую руку поверх правой и оставайтесь сфокусированными на сердечном центре. And breathe slow. И дышите медленно. Now palms together. Теперь ладони вместе. It's the Agya Chakra, third eye awareness practice, third eye kriya. Это крия для аджны, чакры для третьего глаза. It's called Shivoham. Она называется шивохам. Шивохам крия. So you just have to feel the vibration to your third eye. Вы должны чувствовать вибрацию в третьем глазе. So just keep the thumb on your third eye. Мы держим ладони на уровне третьего глаза. Inhale with your both nostrils. Вдыхаем через обе ноздри. And deep inhale. Глубокий вдох.
and chant Shivoham. И пропеваем Шивохам. Shivoham. Shivoham. Be aware of your third eye. Осознанность на области третьего глаза. After completing your 3 rounds, just feel the vibration to your third eye. После завершения 3 раундов почувствуйте вибрацию третьего глаза. Inhale through your nose. Выдыхайте через нос. Completely inhale. Полный вдох. Hold your breath. Задержка дыхания. Meditate to your third eye. Медитируйте на третий глаз. When you're not able to hold, exhale through your nose. Когда нет больше возможности удерживать дыхание, выдох через нос. So 5 breathing to your third eye breathing after this practice. Таким образом, 5 вдохов через третий глаз. Inhale, hold, meditate to your third eye and exhale. Вдох, задержка, медитация на третий глаз и выдох. All of this practice is very important that the rhythm, there should be a rhythm. В этой практике очень важен ритм. Coordination between inhale, hold and exhale. Координация между вдохом, задержкой и выдохом. Continue, inhale, hold and meditate to your third eye. Продолжаем вдох, задержка и медитация на третий глаз. And exhale. И выдох. Last round. И последний круг. And slowly exhale. И медленный выдох. Now you just meditate to your third eye. Теперь просто помедитируйте на третий глаз. Just meditate to your third eye. Помедитируйте на третий глаз. Just be aware of your third eye. Удерживайте осознанность на третьем глазе. Feel the vibrations and silence within you. Почувствуйте вибрации и тишину внутри. Continue, follow the breath. Inhale through your nose slowly and exhale through your nose. Продолжайте следовать за дыханием. Полные вдохи через нос медленно и выдох через нос. All you try to do is to breathe slow with your both nostrils. Все, что вы пытаетесь сделать, это медленно дышать через обе ноздри.
Palms together. Ладони вместе. Now, deep inhale for healing mantra. Теперь глубокий вдох для исцеляющей мантры. Mahamrityunjay mantra. Как она называется? Om Trayambakam Yajamahi Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Vandana Mrityor Mokshi Yamamritat. Deep inhale for Om. Глубокий вдох в утробу. Mantra Om. И мантра Ом. Om. Be aware of the vibrations within you. Осознавайте вибрации внутри себя. Be aware of your breath. И удерживайте осознанность на дыхании. Om Shanti. Deep inhale for Om Shanti. Теперь Ом Шанти, глубокий вдох. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Palms together. Потрите ладони. And massage your face and open your eyes. Протрите лицо, массаж лица и откройте глаза. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat. Thank you. Спасибо вам большое. Thank you. Thank you so much. Shailendraji, there's a question from participants. So Yes. About the Agni activation Kriya, the navel activation. So the problem is that some people can't take the knee bend posture. So physically they can't sit on their knees. So what should they do then? They can do it with a straight leg and bending forward as much as they can. Or they can just bend they can do it in a cross-legged position. Итак, вопрос был такой, что если проблемы с тем, чтобы сесть на колени, то как можно делать, активировать область пупка, живота? И Шаилендраджи сказал, что можно делать это с прямыми ногами, либо с перекрещенными ногами и наклоняться вперед. Because more important is your dharana, your focus to the navel center. Потому что наибольшее значение имеет ваша дхана, ваш фокус на пупочном центре. So it's okay if you can't if you're not able to sit down in knee bending, it doesn't matter. You just can sit down in cross leg. If you can't sit down in cross leg, you can keep your legs straight. Таким образом, если вы физически не можете сесть в коленопреклонную позу, то можете сесть с перекрещенными ногами, либо с прямыми вытянутыми ногами. And it doesn't matter. И это не имеет значения.
more important that your attitude, that it's whatever you're doing it's about developing connection to the inner fire, inner light, inner strength. Гораздо большее значение имеет ваше отношение, что то, что вы делаете, оно для того, чтобы усилить соединенность с вашим внутренним огнем, внутренним светом, внутренней силой. And to strengthening that light, is strengthening by developing focus to your navel, you're strengthening that fire. И So you can do it in any posture. И таким образом, развивая фокус на пупке, вы усиливаете этот огонь, и таким образом можно делать это в любой позе. Yes. Okay. Есть какой-то другой вопрос? Yes, Shailendraji, there's one more question. It's a gratitude, I think. Это благодарность. Практику сделала, чувствую легкость и бодрость. So I've passed your practices, I've implemented them, and now I feel light and I feel nice. Thank you so much. Thank you, and thank you for your love, for your translation. You have a very good voice. Oh, thank you so much, Shailendraji. Thank you. Спасибо. Благодарю вам. Thank you, Шаилендрji, for this class. Thank you very much. И я думаю, вам понравилось занятие, и вы сможете применять это, такие очень эффективные крии, эффективные упражнения по наполнению себя энергией. И мы продолжаем общаться в чате. Англоговорящие спикеры отвечают на вопросы, и просто это чуть-чуть время занимает, но мы будем выставлять ответы их, и вы также можете продолжать задавать вопросы тем спикерам, которые вы сегодня, вот сейчас в Шаилендре, и дальше продолжать задавать вопросы, будете получать ответы. И в 5 часов у нас продолжение, и будет очень интересный спикер, известный у нас в России тренер Роман Тихонов. Всем хорошего дня и до встречи в 5 часов. Всего счастливо.